Сегодня мы живем в удивительное время. В эпоху глобального информационного пространства по-настоящему растворяются границы и рушатся стены непонимания. Люди из разных стран могут объединяться вне зависимости от расстояний, национальности и политики. Сокровища культуры, многовековой мудрости каждого народа доступны всем, кто захочет улучшить с их помощью свою жизнь. Пожалуй, один из самых ярких примеров – философия и практики древнего искусства йоги. В честь нее резолюцией ООН в 2014 году учрежден специальный праздник. 21 июня теперь отмечают Международный день йоги. Любое позитивное явление, происходящее извне, это в любом случае обогащение. Да, это что-то, это чей-то опыт, чья-то культура, которая пришла откуда-то, и мы можем не прилагать больших усилий, чтобы это выработать самим, мы можем просто это взять и использовать. Сейчас все реже звучит вопрос о том, зачем русскому человеку индийская йога. За последние годы тысячи людей убедились на собственном опыте. Эти занятия приносят реальную практическую пользу. И не только в смысле укрепления физического здоровья и наполнения жизненной энергией. Спокойствие и способность к концентрации давно стали отличительными чертами людей, которые занимаются йогой. Ведь это не только комплекс упражнений для тела, но и для души. А сохранять внутренний баланс в эпоху сверхскоростей и супертехнологий – важнейшее умение. Кажется, это противоположное движение. Если ты спокойный, ты не концентрированный, или наоборот. А здесь я сравнила бы с тем, как мы учимся плавать. Если еще помните это чувство, когда в самом начале тебе говорят: ложись на воде и лежи, и ничего не делай. Чем больше ты стараешься, тем быстрее ты идешь под воду. А вот действительно ты плыть начинаешь только когда расслабляешься. Вот точно так же и медитации. Когда ты расслабляешься, успокаиваешься, твое внимание так концентрируется, что тебе уже вот эта суета жизни как бы не раздирает на части. И, я теперь уже просто не в силах вообразить себе, как бы я жила без этого, то есть как бы выживала в этой спешке, в этом безумном темпе и ежедневном стрессе. В канун Всемирного дня йоги более 300 человек из разных стран Европы и Азии собрались в Подмосковье, чтобы отметить праздник. В 2017 году он совпал и с другой важной для индийской культуры датой – праздником Божественного огня или Агни-Пуджей. В этот день принято проводить специальный ритуал, который символизирует духовную жизнь человека. Не только в индийской, но и во всех культурах с многовековой историей именно огонь считается связующим звеном между земным и небесным миром. Этот ритуал является ключевым в индийской культуре, в индийской духовности. С помощью него люди, которым близка эта вера, эта философия, они пытаются стать лучше, чище, умственно, сосредоточеннее более и более успешными. Как считают историки, культурные связи России и Индии уходят корнями в глубокую древность. Не случайно так много слов на русском и санскрите звучит почти идентично. А ведь старейший эпос мира Махабхарата был написан именно на санскрите и датируется примерно 5-м тысячелетием до нашей эры. Примечательно то, что ритуал Агни-Пуджа там уже упоминается, так что люди, которые хорошо знакомы с историей, не удивляются тому, что сегодня индийские традиции и философия так популярны в России. Да, для меня это прежде всего праздник, который объединяет два дружественных народа, Россию и Индию, которых очень долгая, совместная, плодотворная история. Он для меня лично, он действительно служит чем-то, что сближает эти народы, потому что для Индии это, еще раз, это ключевой праздник, это ключевой ритуал, это костяк их истории. И если это постепенно, очень медленно, но все-таки входит в жизнь, да, и в
быт в каком-то смысле России, то это очень хорошо. Это значит, что Россия начинает лучше понимать Индию. Ну вот. Я забыл тебе сказать. А ну-ка, мать, взгляни, как наш чужеземец выглядит в этом наряде, а? Удивительно, теперь Иван индейца ни за что не отличит. Настоящий индейец. Садись, сынок. Спасибо. Садись. Чапа, поторопись. Нет. Вот так. Это знак особого к тебе уважения. Поставь перед гостем сначала. И принеси воды. Ты оказал нам больше, чем услугу, чужеземец. Знаешь, мы ведь не едим с людьми из других каст. Но ты совсем другое дело. Мы теперь считаем тебя своим. Так ведь мы принадлежим к одной касте. Как? Мой отец тоже был пахарем. Ешь, сынок. Чего же вы ждете? Ешьте, все остыли. Когда-то тверской купец Афанасий Никитин потратил полжизни, чтобы увидеть загадочную Индию. Он так хотел познакомиться с жизнью страны, которая лежит за 3 моря. Сегодня Индия сама приходит к нам, чтобы подарить свои сокровища. Один из известных духовных учителей Шри Пракашджи живет в России без малого 20 лет. Он делится знаниями со всеми, кто заинтересован в саморазвитии, кто практикует йогу, кто ищет ответы на конкретные вопросы, чтобы сделать свою жизнь более успешной. Ученики, которые учат и совершенствуют, это же ученики есть, понимаете, да? Например, вы пришли ко мне, и я вам что-то хорошее говорил, и вам понравилось, и вы ее жизни принимаете, и чувствуете, что это мой жизнь меняет всю страну, то вы тоже можете говорить, что мы ученица, понимаете, да? То так же есть, люди приходят ко мне, кого я лично интересую, кого индийская культура интересует, кого йога интересует, разных людей приходят. И я даю знания, и они его принимают в своей жизни, и потом они чувствуют, что это их жизнь меняет всю страну. И они становятся мои ученики, и они потом какой-то вопрос бывает по практике духовной или по йога, они мне дают, я их отвечаю, и они всегда его постараются принимать в своей жизни. Среди учеников Гуруджи большую часть составляют люди, которые ведут активную социальную и деловую жизнь. Они уже многого добились в жизни, но в какой-то момент пришли к выводу, что видят только одну сторону успеха. Сильный перекос в сторону материальных ценностей рано или поздно заводит в тупик. Поэтому и начинается поиск других смыслов, появляется интерес к духовным практикам, которые не отрывают от реальности, но помогают найти внутренний баланс. Пока я не встретилась с учителем Шри Пракашджи, у меня понятие было довольно ясное, строгое, что духовность – это те, кто ничего не имеет, в пещеры живут одни или там бродят босиком по пустыням. А те, которые хотят быть успешными, богатыми, нет, им некогда бродить по пустыне босиком, они делают бизнес, зарабатывают деньги, и это вместе никак. А вот когда я встретила учителя и начала читать его книги, слушать его сатсанги, приходить на личные встречи, я поняла, что это не то, что не мешает, это друг другу помогает. И мой личный опыт, когда ты крутишься в сфере бизнеса, мы все же живем в обстоятельствах мультитаскинга. Множество проектов одновременно, множество проблем одновременно. Ты должен быть во множестве мест одновременно. И действительно мир тебя просто раздирает на части. И твое внимание так расплывается, что порой ты ни одной работы, ни одной задачи не можешь сделать хорошо. А медитация вот этому и учит как раз наоборот, концентрации. Юрга – бизнес-консультант из Литвы. Она специально приехала в Москву на праздник Агни-Пуджа, чтобы встретиться с учителем и многочисленными друзьями. Они прибыли не только из разных городов России, но также из Англии, Германии, Украины, Беларуси, Казахстана. Всех этих людей объединяет интерес к индийской культуре, а также к практикам, которые помогают серьезно изменить жизнь к лучшему. Знаете, как Гуруджи говорил сегодня, ритуальная часть, она
она есть как такова в духовности, но я бы сказала, она такая довольно поверхностная. Точно так же, как вот если сравнить разные языки. В подмосковном ашраме к главному индийскому ритуалу готовились с утра. Молитвы в честь небесного огня должны были идти весь день, после чего несколько сотен гостей нужно накормить освященной едой. Согласитесь, задача не из легких. Но еще важнее, чтобы блюда готовились в хорошем настроении, под приятную, спокойную музыку. Тогда они действительно принесут пользу и телу, и душе. Вегетарианское питание, здоровый образ жизни, укрепление силы духа, позитивный настрой. Те, кто сделал именно такой выбор, говорят, что это реальный путь к успеху. А потому многие бизнесмены сегодня с увлечением занимаются йогой и медитациями. Прогресс в духовной сфере позволяет избавиться от стрессов, дает рассудительность, уверенность, энергию. Бизнес перестает быть ареной для борьбы, а становится пространством сотрудничества и совместного развития. Очень хорошо, если вместе с материальным богатством еще было духовное богатство. Понимаете? Тогда будет это все долго и хорошо. Очень хорошо. Поэтому на мой принцип есть. И нас, который санатан дхарм, который нас индийский, который традиция есть, это учит, что не обязательно духовные люди быть бедны. Понимаете, Радхарат? Они должны быть состоятельны, но для этого нужно работать над собой, и на 24 часа еще 40 минут, 50 минут, час время нужно давать для себя. Понимаете, да? Это значит медитация, молитва. Главная цель всех практик йоги – помочь человеку постичь высшую мудрость жизни. И такие праздники, как Агни-пуджа, вот уже несколько тысяч лет позволяют людям вспомнить о высших аспектах бытия. Искренняя молитва, слова благодарности Создателю – подобные ритуалы характерны для всех религий и духовных учений. В знак уважения к учителю Шри Пракаш-джи праздник посетил консул индийского посольства в Москве господин Сиддхартха Шашни. Гармония в душе каждого человека как основа благополучия общества. Об этом говорили духовные учителя всех времен и народов. И тот факт, что сегодня тысячи людей в разных странах приходят к пониманию йоги как практики самопознания, не может не радовать. Все это, в общем, оно помогает просто и миру продвигаться, и дает спокойствие, дает, например, есть какие-то практики, да, духовные, там, медитация, еще что-то. Это помогает в общении с людьми, себя контролировать, работать над своими негативными качествами, например, да, и давать толчок на то, чтобы позитивное в человеке просто превосходило и развивалось лучше. Как говорит восточная мудрость, легко быть святым, сидя на вершине горы, и трудно оставаться таким, сидя в центре базара. Да, сохранять баланс тела и духа, оставаться спокойным и доброжелательным в любой сложной ситуации – это действительно важное умение. Именно поэтому йога и медитации так прочно вошли в жизнь людей самых разных профессий. Да, я занимаюсь йогой, но йогой в более глубоком аспекте этого слова, больше как медитативный практик. Инженер из Ярославля Эдуард Филимонов начал заниматься йогой в 1999 году. Сначала, как и многие, для улучшения здоровья. Потом заинтересовался практикой на более глубоком уровне. Тогда он понял, что укреплять тело без понимания задач души, без осознания духовных причин побед и поражений в жизни явно недостаточно. Меня вообще привлек именно практический аспект духовности. Да? Об этом очень мало говорят и мало пишут именно с точки зрения практической жизни. Например, в нашей жизни много чего происходит, да, на что мы влиять не можем. И человек, естественно, это могут быть и проблемы в бизнесе в том числе. И человек, естественно, у него возникает вопрос, почему это происходит. И часто мы эти проблемы разрешить не можем. Но когда мы глубже изучаем тему, да,
мы приходим к пониманию, что есть какая-то негативная составляющая в нашей жизни, на которую нужно влиять и которую нужно менять. В духовном аспекте это называется карма. Или мы еще понимаем простым словом судьба. И невольно у любого крупного бизнесмена, крупного политика может возникать вопрос, как же ему улучшить эту составляющую своей кармы. Да? Вот. И, наверное, он думает об этом именно в практическом смысле, что ему улучшить в своей жизни, чтобы изменилась и эта составляющая тоже. Постепенно человек может приходить к какому-то виду духовной практики. Это может быть абсолютно разные направления. Например, православие тоже подходит для этого направления, мусульманство тоже подходит для этого направления. Но меня привлекла именно йога. Ну, так это звалось просто у меня внутри. И йога очень древняя наука, на самом деле, ей очень много миллионов лет. И если ей серьезно заниматься, то она приносит успех не только в плане личного духовного совершенствования, потому что человек – личность, и она хочет развиваться гармонично. Вот. Человеку нужно, во-первых, внутренняя гармония, спокойствие, чего, в общем-то, бизнес дать не может. Да? Человеку нужна хорошая семья, дети. Человеку нужен, конечно, и материальный достаток. И воздействие таким образом на негативную составляющую своей судьбы или своей кармы, как еще говорят, человек в конце концов выравнивает вот эту составляющую своей внутренней гармонии и в конце концов выходит на дорогу, когда он чувствует практическую помощь от той или иной духовной практики. Учитель Шри Пракаш Джи считает, что духовность – это основа любого дела, будь то бизнес или социальная сфера. Если человек живет в согласии с душой, он всегда будет успешен. Успех, когда у вас есть внутри радость. Вы все имеете, много людей, они жизни комфорт имеют, но они не рады. Понимаете, да? Поэтому они не успешны. Когда у вас в банке лежит деньги, и вы не можете вечером спать хорошо, то вы не успешный человек. Понимаете, да? Поэтому, когда у вас есть деньги, и вы спокойно можете спать тоже, понимаете, да? Тогда вы успешны в полном порядке, понимаете, да? Поэтому успех тогда, когда... И почему вы не можете спать? Потому что вы только одна из стран очень прогресс сделали, материальный и духовный видели. Если вы параллельно делали прогресс, духовный тоже и материальный тоже, тогда был баланс, и тогда очень хорошо был, и это успех. Иногда бывает непросто стать первым в своем окружении, тем, кто выбирает новый стиль жизни и новые смыслы. Но давайте вспомним, как еще 10 лет назад человек, практикующий йогу, считался белой вороной, а сегодня поклонниками древней философской системы стали уже тысячи человек. На самом деле, наверное, это чуть-чуть зависит и от самого себя. Если ты чуть-чуть этого стыдишься, и тогда другим это странным кажется. Если ты это где-то прячешь, и нет, это вот я общественное, а это я духовное. Вот, ну, мы таким поведением сами как бы отодвигаем вот эти две стороны жизни в разные углы. А на самом деле тут нечего стыдиться. И да, много моих клиентов, моих коллег тоже, когда вроде приезжают к нам, вот на встречи записываются, приходят, и чем дальше, тем больше все-таки я чувствую, что вот именно люди бизнеса, они начинают понимать, что деньги – это не все. Это очень хорошее средство, но и цель сама по себе. И с этим что-то надо делать. Ну, все-таки какой-то смысл в жизни выше, глубже, более истинный смысл жизни все-таки надо иметь, найти. Семья, дети, хобби, все это да, но это же тоже постоянно меняется. Да? Дети, они выросли, они ушли, что дальше? В личных отношениях тоже всякое бывает. И если мы только цепляемся за вот эти внешние мирские вещи, а они в постоянном течении,
да, вот мы тогда тоже и своим вниманием, и своим внутренним самочувствием каждый раз то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. А вот духовность, ну вот эта глубинная внутренняя связь с высшими божествами, с высшими энергиями, можно так даже говорить, оно как-то вот дает эту стабильность, постоянство. Да, ну как и в море, да, поверхностью волны качаются, а там внизу всегда все спокойно. Вряд ли сегодня стоит опасаться быть непохожим. Скорее полезно задуматься о том, чтобы не упустить в своей жизни что-то действительно важное.